Глава 161. Вдалеке поднялся шум и разговоры, а собеседник Иньюя поразился. Так вы не его высочество Цин. Лишь тогда кто-то, держась от смеха за живот, объяснил: ты обознался, дружище. Никак позабыл. На Западе правят два бога войны, Иньюй и Цин. Они ученики одного мастера. И перед тобой стоит его высочество Иньюй, ха-ха-ха, о, я обознался, как неловко, ха-ха-ха, простите мою неосведомленность. Я гораздо чаще слышал о Цине, не дослушав фразу, Иньюй закрыл глаза, будто устал от этого разговора и решил его не продолжать. Кто-то понял, что ситуация неблагоприятная, и ткнул ошибившегося небожителя локтем, после чего тот наконец-таки осознал, как колко прозвучали его слова, хохотнул и добавил: «Кахаем-кахаем. Простите, вынужден вас покинуть, мне нужно идти, ваше высочество Иньюй». Нет, ваше высочество Иньюй. Еще поболтаем с вами, как выпадет минутка. Мирного и веселого вам праздника середины осени, ха-ха-ха, он заявил, что должен идти, но сам подхватил чарку с вином и устремился в направлении, откуда послышался крик «Цин прибыл». Там уже собралась толпа небесных чиновников, которые наперебой приветствовали Цюань Ичжэня, окружив виновника шумихи плотным кольцом. По всей видимости, Цюань Ичжэнь вознесся совсем недавно, но уже основал собственный дворец и как раз находился на пике славы, к нему относились не с такой неприязнью, как впоследствии. Оба, Иньюй и Цюань Ичжэнь, являлись западными богами войны, однако второй намного превзошел первого в известности, все присутствующие утекли в сторону Цюань Ичжэня, так что рядом с Иньюем место опустели. Остался лишь Хэ Сюань, хлебающий из миски суп. Не стоять, не сесть на место Иньюй не мог. Спустя мгновение он вдруг сказал: «Пойдем отсюда». Они направились прочь, но никто этого даже не заметил. Цзянь Юй, чей гнев достиг точки кипения, забранился: кучка бесполезных подхалимов. А еще зовутся небесными чиновниками. Когда паршивец только появился в чертогах верхних небес, они только и делали, что выказывали смертельное недовольство, из кожи вон лезли, чтобы тебе на него пожаловаться. А теперь, погляди-ка, паршивец вознесся, фонарей насобирал побольше, и они принялись восхвалять его как невесть что, да как расстарались. Маски сменили быстрее, чем страницы листают в книгах. Какое еще непоколебимое положение? Кто это молодой и подающий надежды? Да все его последователи, такие же ненормальные, как он сам. Только больные на голову станут веровать в больного на голову, увидев, что к ним с чаркой в руках направился Ши Цинсюань. Иньюй тихо бросил: «Довольно, пойдем скорее». Цзянь Юй закрыл рот, увидев подошедшего. Ши Цинсюань с интересом спросил: «Иньюй, уже уходите?» Цин ведь только что пришел, а в прошлый раз он, помнится, сказал, что вы давно не виделись, даже у меня поинтересовался, как вы в последнее время поживаете. Не хотите с ним поболтать?» Иньюй выдавил улыбку. «Нет, я нехорошо себя чувствую, так что лучше пойду». Ши Цинсюань не придал его словам значения, он увидел позади двоих повелителя земли и, посмеиваясь, ответил: «Что ж, отдохните как следует, соберемся с вами в следующий раз». «Мин Сюн, я же сказал тебе не сидеть здесь. Пойдем, сядешь поближе ко мне». Когда Ши Цинсюань прошел мимо, позабыв о них, Цзянь Юй продолжил, понизив голос: «Ни о чем нам с ним болтать. Недолго паршивцу собой гордиться, рано или поздно он потерпит полное поражение. Я только и жду этого дня, его бесконечная брань тоже порядком надоела Иньюю. Оставь. Перестань столь сильно негодовать. Оставь. Ты всегда говоришь «оставь», но как я могу это оставить? Когда он только вознесся, если бы ты не взял на себя ответственность потирать за ним зад и перед всеми извиняться, его бы давно выгнали в зашей. Я не могу на это смотреть, мне за тебя обидно». Тем временем они довольно быстро вернулись во дворец Иньюя. В сравнении с шумной обстановкой, которая царила здесь в день открытия, сегодня в воротах дворца можно было ставить сети для птиц, ни одного посетителя,
да и младших служащих, что встречают гостей, не наблюдалось. Иньюй закрыл за ними дверь и, наконец, заговорил громче: «Перестань. Я не хочу больше этого слушать. Вознесшийся небожитель строит собственный дворец, это нормально, он ничего предосудительного не сделал. А раз ты так горячишься, стоит только вспомнить о нем, то зачем постоянно сам о нем вспоминаешь?» Цзянь-Юй не унимался: «Не вини меня в том, что болтаю лишнее, но я должен тебе кое-что напомнить. Инь-Юй, на западе владений совсем немного, последователей, всего ничего, а он в одиночку забрал себе такое количество. В прошлый раз бесцеремонно увел у нас добычу в виде волчьего оборотня. А теперь погляди, твои владения с каждым разом все меньше и меньше, сколько еще их осталось. На чем тебе самому стоять, что значит «забрал»? Он ведь не угрожал никому ножом, заставляя себе поклоняться. Это их добровольное решение. К тому же, тот оборотень, он вздохнул и честно признался: я не смог бы его одолеть, правда. Молитвы в моем храме не возымели действия, вот люди и обратились к нему». Цзянь-Юй, пылая досадой, выплюнул: я просто боюсь, что если так пойдет и дальше, он нанесет тебе в этой битве такой удар, что ты больше не сможешь подняться. Черт побери, даже прислуга низшего ранга казалась сплошь подхалимами, нашли всевозможные отговорки, лишь бы сбежать со службы в нашем дворце к другим чиновникам. Ни одного порядочного. Инь-Юй со вздохом сел на подушку. Какой еще удар, какая битва? К чему так переживать? Кому суждено уйти, уйдет, кому суждено остаться, останется. Я ведь вознесся не для того, чтобы бороться за власть и владение. Почему же ты принимаешь все так близко к сердцу? Вот что называется: два тигра не уживутся на одной горе. Взять хотя бы пример теперешних небесных чертогов, Фэн Синя и Му Цина, которые вдвоем властвуют на юге. Столько лет они уже бьются не на жизнь, а на смерть. Не будь они покровителями одной и той же стороны света, ситуация хоть немного, но сглаживалась бы. Но, как говорится, для врагов всякая дорога узка. Где вознесся и прославился, то место и станет твоей вотчиной. И вышло так, что старые знакомые, между которыми в миру возникали противоречия, по вознесении всегда теснятся на одном участке. Что на небесах, что под небесами, что среди людей, что среди богов, такая вот неловкая складывается ситуация. И Цюань Ичжэнь не мог оставить Запад и отправиться покровительствовать в другие земли. В самый разгар спора неожиданно раздался громкий стук в дверь. «Кто?» — крикнул Цзянь-Юй. Снаружи послышалось. Я, Цзянь-Юй, в беззвучном гневе обратился к Инь-Юю: зачем этот мелкий паршивец опять явился на порог? Инь-Юй сделал знак рукой, чтобы Цзянь-Юй скрылся во внутренних покоях, успокоился и пошел открывать. На пороге в самом деле показался Цюань Ичжэнь. Он стал намного выше, чем в предыдущей сцене, и теперь выглядел почти так же, как при первой встрече с селянем. И, наконец, не сидел на корточках на оконном переплете. Инь-Юй заговорил, голос его звучал спокойно: «Ах, это ты, Ичжэнь. Ты разве не отправился на пиршество в честь середины осени? Что привело тебя сюда?» Приглашенный во дворец Цюань Ичжэнь вошел и тут же, без всяких предисловий, выдал: «Наступил мой день рождения». А оказывается, день рождения Цюань Ичжэня совпал с праздником середины осени. И он явился за своим подарком. Селяню тоже приходилось слышать, что каждый год на день рождения Цюань Ичжэня Инь-Юй обязательно дарил ему подарок. Но в этот раз, возможно, по причине разнообразных неловких ситуаций, не подарил. И судя по тому, что сказал на пируше Цинсюань, Инь-Юй уже некоторое время избегал встречи с Цюань Ичжэнем. Если человек не стремится с вами встречаться и не дарит подарков, будь на месте Цюань Ичжэня кто-то более понятливый, он бы наверняка обо всем догадался и тактично не стал ни о чем просить. Но он, поглядите-ка, совершенно не усмотрел неладного и сам заявился на порог. Селянь в жизни не встречал настолько неловкой ситуации. И не будь у принца необходимости соприкасаться лбом с Хуаченом, он хотел бы сейчас со всего размаху хлопнуть себя по голове, закрыть глаза и больше не видеть происходящего.
Иньюй, неловко усмехнувшись, проговорил: да, сегодня опять твой день рождения. Но в последнее время у меня слишком много дел во дворце, поэтому...» Цуань Ичжэнь округлил глаза. Подарка не будет, видимо, Иньюй решил, что поступает некрасиво, поэтому тут же исправился: «Нет, я не забыл. Он во внутренних покоях, подожди немного». Цуань Ичжэнь тут же уселся, оправив полы одежды, положил руки на колени и закивал, всем своим видом выражая предвкушение. Иньюй же побежал в боковой зал, где его с мрачным лицом ожидал Цзяньюй. Наверняка Иньюй ничего не приготовил, он тут же принялся переворачивать ящики и полки, но ничего подходящего найти не смог, поэтому обратился к подручному: «Скорее помоги мне, найди что-нибудь в качестве подарка, хотя бы временного». Цзяньюй выхватил откуда-то кусок материи, бросил на пол и потоптался по нему. «Вот это и подари. Цзяньюй, и то, как я погляжу, для него слишком дорого. Он еще имеет наглость являться на порог и требовать подарки». Иньюй беспомощно простонал: «Он же не понимает. Каждый год я что-то ему дарил, и если именно теперь не подарю, будет слишком демонстративно. Что угодно сойдет, просто для виду. Поступим так. Поищи золотой браслет усмирения демонов, что мы добыли в прошлый раз. Конечно, не слишком подходящий подарок, но все же лучше, чем ничего». Ему пришлось просить несколько раз, чтобы Цзяньюй наконец, не переставая гневаться, удалился. Иньюй вернулся в главный зал, сел перед Цуань Ичжэнем и сказал: «Подожди немного, у меня небольшой беспорядок, и я велел Цзяньюю найти твой подарок среди других вещей. Кстати, чем ты занимался все эти дни? Должно быть, дела идут прекрасно. Слышал, за последние месяцы поклоняющихся тебе последователей стало в 5 раз больше». «Поздравляю», но Цуань Ичжэнь отмахнулся: «Не знаю ни о каких последователях. Я только и делаю, что дерусь, а они почему-то так и лезут толпами в храмы. Странные. Недавно я одолел волчьего оборотня». Улыбка на лице Иньюя сделалась еще более неловкой. Задачи, которые ему были не по зубам, Цуань Ичжэнь раскусывал как орешки. «Вот прекрасное сравнение: девушка, которую ты добиваешься с огромным трудом, не удостаивает тебя и взглядом, но, как назло, с криками и слезами бросается в объятия к другому. А ему и взглянуть на нее лень. И потом он тебе заявляет, что девушка-то внешности заурядной, ничего особенного в ней нет. Поистине ощущения не самые приятные». Цуань Ичжэнь, рассказав немного о себе, вдруг заметил: «Только что я видел тебя на перу в честь середины осени. Хотел поговорить, но ты так быстро ушел». Когда Цуань Ичжэнь наконец перестал с воодушевлением перечислять свои успехи в боях, Иньюй с облегчением вздохнул. «Ох, у меня появились дела, так что я покинул пир пораньше». Цуань Ичжэнь кивнул. «Мне сказали, ты ушел потому, что кто-то тебя не узнал». Иньюй вмиг переменился в лице, но Цуань Ичжэнь совершенно не придал этому значения, уголки его рта поползли вверх. Вот умора, и как можно быть таким тупоголовым, Селянь, не в силах больше на это смотреть, зарылся лицом в грудь Хуачена. Это просто невыносимо, конечно. Принц верил, что Цуань Ичжэню в самом деле казалось весьма забавным, что кто-то обознался. Он совершенно не понимал, что Иньюй от случившегося испытывал совсем иные эмоции. И все же Селянь почувствовал, будто перестанет дышать, если продолжит слушать столь неловкий разговор. К счастью, прежде чем дыхание принца прервалось, Цзяньюй наконец вынес подарочную коробку. Он передал ее в руки Иньюя и вновь удалился, не говоря ни слова. Иньюй же, будто заполучил шанс на спасение, протянул подарок Цуань Ичжэню. Тот с радостным видом запрыгал на месте и принял коробку. Сквозь улыбку Иньюя уже просвечивала усталость, он сказал: «Ступай, откроешь у себя». Цуань Ичжэнь кивнул. «Хорошо. Ну, я пойду. В следующем месяце мне заступать в дозор. Шисюн, можем спуститься вместе, если будешь свободен от дел». Иньюй больше не мог его слушать,
просто бросил в ответ «хорошо, хорошо» и проводил гостя. Цзянь Юй, уже не в силах терпеть, громко хлопнул дверью и разразился бранью, да ведь он издевается. Я смотрю, при рождении мать его вниз головой уронила 118 раз. Или он нарочно явился портить тебе настроение. Не знаю ни о каких последователях, а они почему-то лезут, можем вместе пойти в дозор. Что за ерунда? Нарочно похваляется. Совсем совесть потерял, на этот раз Инь-Юй не стал останавливать поток его брани, ушел во внутренние покои и больше не появился. Селянь инстинктивно почувствовал, что проблема кроется в подарочной коробке, которую унес Цуаничжэнь, и спросил, неужели внутри лежало божество парчевых одежд. Хуачен ответил, ты угадал. Выходит, правильнее возложить ответственность за инцидент на Цзянь-Юя, но почему впоследствии столь тяжкому наказанию подвергся Инь-Юй, через 3 дня ГГ все узнает. Он сказал, через 3 дня, и 3 дня тут же пролетели. Опустевший дворец вдруг озарился лучами солнечного света, и принц увидел изнуренного Инь-Юя, который вошел в боковой зал и принялся шарить по ящикам и полкам, словно в поисках чего-то. И вдруг в процессе он вынул из-под кипы деловых бумаг на письменном столе сверкающий золотом и исписанный заклинаниями браслет. Вначале Инь-Юй отложил его в сторону, не придав находке значения, но спустя мгновение вновь схватил и позвал. Цзянь-Юй. Цзянь-Юй вошел в зал. Что случилось? Инь-Юй, держа в руках браслет, с подозрением спросил, что здесь делает золотой браслет усмирения демонов. Ты не подарил его. Я же велел тебе упаковать его в коробку. Цзянь-Юй фыркнул, подарить ему. Он не заслуживает даже твоего плевка в его сторону. Инь-Юй, посмеиваясь, но в то же время испытывая возмущение от слов Цзянь-Юя, ответил, ты же не мог отдать ему тряпицу, о которую вытер ноги. Зачем навлекать на себя его гнев? Цзянь-Юй неприятно ухмыльнулся. Нет. Я сделал ему замечательный подарок. Тон его голоса показался Инь-Юю странным, и он чуть нахмурился. Что ты ему подарил, в конце концов, то одеяние, которое ты в прошлый раз пленил? Инь-Юй мгновенно переменился в лице, ситуация перестала казаться смешной. Что? То-то, я думаю, нигде не могу его найти. Это одеяние способно управлять человеческим разумом, оно питается кровью. С такими словами он второпях засобирался прочь. Но Цзянь-Юй удержал его. «Эй, зачем так спешить? Все так, одеяние способно управлять человеческим разумом. Но ведь дарителем был ты, значит, никто другой не сможет ему повелевать. А насчет крови, да, оно попивает кровь простых смертных, и что с того? Ни за что не поверю, что твари достанет сил навредить небесному чиновнику. Смотри, прошло уже 3 дня, стряслось с ним что-нибудь. Инь-Юй, обуреваемый сомнениями, принялся ходить по залу из стороны в сторону. Цзянь-Юй добавил, и вообще, паршивец ведь всегда был таким выносливым. Молодой и подающий надежды. Вот и посмотрим, насколько хватит его выносливости. В итоге Инь-Юй все-таки всплеснул руками. Так нельзя. Мы ведь не знаем, насколько на самом деле опасна эта тварь. Если что-то случится, всему конец. И как ты мог поступить столь необдуманно? Эх, с такими словами он вылетел из дворца, не обращая внимания на крики Цзянь-Юя. По пути он сбил немало небесных чиновников, пока не примчался во дворец Цина. Но Цуаничжэня там не оказалось, тогда Инь-Юй принялся спрашивать у всех, «У меня срочное дело к Цину, где он?» Ему ответили, «Цин». Его высочество Цин на собрании во дворце Шинью. Сегодня все первейшие в списке богов войны небесных чертогов собрались там, и Инь-Юй бросился бежать, не дослушав. Только у дворца Шинью он заметил, что не может войти. Во-первых, собрание проводилось для первейших в списке богов войны небесных чертогов, а его сюда не приглашали. Во-вторых, даже оказавшись внутри, он не сможет рассказать о случившемся перед всеми собравшимися. Остается только ждать снаружи. Сквозь узорчатые окна Селянь действительно увидел во дворце несколько знакомых лиц. Фэн Синь, Му Цин, Пэй Мин и другие,
Все присутствовали здесь и внимательно слушали владыку. Иньюй же сразу приметил Цюань Ичжэня, который стоял, одетый в сверкающий божественный доспех. Впрочем, сам Цюань Ичжэнь выглядел совершенно нормально, в отличие от Лин Вэнь, что стояла рядом с Цзюньу. Она то и дело допускала ошибки в докладе, будто пребывала немного не в себе. Владыке даже пришлось позвать ее несколько раз, Лин Вэнь. Лин Вэнь, лишь тогда Лин Вэнь резко пришла в себя. «Что? Что такое?» — Цзюнь с улыбкой спросил, «что с тобой сегодня?» «Все не отрываешь взгляда от сына. Может быть, как и мне, тебе показался недурным его новый доспех». Несколько богов войны в зале тоже рассмеялись. Лин Вэнь же извинилась и незаметно стерла со лба холодный пот, однако кисть в ее руке так и не перестала подрагивать. Если бы селяню пришлось тогда присутствовать в зале, наверное, он бы тоже посмеялся. Но сейчас он прекрасно понял, что Лин Вэнь увидела на Цюань Ичжэне кровавое одеяние, которое несколько сотен лет назад смастерила своими руками. И теперь, когда он ходил у нее перед глазами, Лин Вэнь пребывала в ужасе и потрясении. Иньюй прошелся перед дворцом в утомительном ожидании конца собрания, то присаживаясь, то вставая. Когда, наконец, все стали расходиться, Цюань Ичжэнь вышел первым и, увидев его, позвал: «Шисюн, а ты что здесь делаешь?» Иньюй в торопях вскочил, что-то бросил в ответ и сразу начал: «Твой доспех прекрасен». Даже владыка и Лин Вэнь его оценили. «Спасибо, Шисюн». Иньюй, с трудом сохраняя спокойствие, продолжил: «Да, он неплох, но...» Тот, кто его изготовил, сказал, что доспех с небольшим дефектом. И попросил вернуть, чтобы переделать немного. Если напрямую приказать Цюань Ичжэню снять доспех, после он может почувствовать, что находился под влиянием темной сущности. А если все выплывет наружу, будет очень некрасиво. Чтобы не дать ему обнаружить подвох, придется просить деликатно, в обход. Но Цюань Ичжэнь удивленно спросил: «С каким дефектом?» Я ничего подобного не заметил. Все же выпрашивать подаренное обратно тоже выглядело весьма нелепо. Иньюй мучительно размышлял над решением, когда Цюань Ичжэнь сказал: «Кстати, Шисюн, в следующем месяце мы сможем вместе отправиться в дозор». Иньюй мгновенно вскинул голову и, обескураженный, переспросил: «Что?» Казалось, он даже позабыл о божестве парчевых одежд и с сомнением проговорил: «Но меня ведь нет в списке дозорных». Но Цюань Ичжэнь, явно очень обрадованный, сообщил ему: «Есть. Только что я предложил твою кандидатуру, и владыка пообещал обдумать ее». В тот миг селянь почти увидел своими глазами, как кровь яростными волнами приливает к лицу Иньюя. Долгие годы, подавляемый гнев и обида наконец воспламенились. В ту же самую секунду Иньюй выругался: «Ты больной?» Цюань Ичжэнь впервые видел Иньюя в такой ярости. Он в недоумении поморгал. Несколько проходящих мимо небожителей бросили на них взгляды украдкой. Иньюй схватился за голову. «Я разве говорил, что хочу в дозор? В дозор идут боги войны, но при чем здесь я? Я ведь тебя не просил, зачем ты заговорил обо мне с владыкой?» Посторонние могли не понять, что заставило Иньюя выйти из себя. Но селянь все прекрасно понял. Потому что для любого уважающего себя бога войны подобное поистине считалось величайшим позором. Дозор богов войны — это церемония, в которой дозволено участвовать лишь сильнейшим богам войны небесных чертогов. Избранные дозорные своим величием и мощью уничтожают и прогоняют нечисть, тем самым не только зарабатывают себе славу и набирают последователей, но и получают возможность обменяться опытом с другими богами войны, увеличить собственную силу, а также укрепить отношения с коллегами. То есть это очень важное событие, однако к участникам дозора выдвигаются серьезные требования. К примеру, они должны иметь более 4000 храмов и монастырей или занимать место в десятке сильнейших. Храмов, построенных в честь Иньюя, наверняка не хватило бы, чтобы заслужить право пойти в дозор. А если бы даже хватило, это, безусловно, принесло бы ему фактическую пользу, однако не обошлось бы без сплетен, которые расползлись бы по нижним и верхним небесам среди тех, кто знал его.
Более толстокожему небожителю было бы все равно, бесчисленное множество младших служащих полезли бы напролом, только бы попытать счастья. Но Иньюй, ясное дело, таковым не являлся. Прекрасно понимая, что у него нет на это права, разве стал бы он обращаться за помощью, чтобы его включили в список наперекор всему? Да не к кому-нибудь, а к Цюань Ичжэню, которого когда-то не согнали с небес только благодаря его стараниям, но Цюань Ичжэнь был совершенно не способен это понять. Возможно, ему это казалось замечательной затеей, захотел и помог, ни о чем другом не задумываясь. Но сейчас Иньюй выглядел таким разгневанным, что впервые на лице его отразилось выражение, словно он хотел, но не мог, не смел заговорить. Спустя несколько минут Цюань Ичжэнь расстроенно спросил: «Шисюн, почему ты злишься?» «Я сделал что-то не так», снова эта фраза. Селянь едва не взмолился, чтобы Цюань Ичжэнь замолчал. На лбу Иньюя вздулись синие вены, он находился на грани срыва. Схватившись за голову, он завопил: «Довольно. С меня хватит. Я сейчас с ума сойду. Ты, черт подери, сейчас сведешь меня с ума». Он указал на дворец Шэнью. «Цюань Ичжэнь, не разговаривай со мной. Сейчас же иди и забери свое прошение назад. Прекрати доставлять мне проблемы». Сейчас, немедля стоило ему закричать, и Цюань Ичжэнь, не говоря ни слова, тут же развернулся и помчался обратно во дворец Шэнью. Иньюй остолбенел на миг и вспомнил, что на нем надето божество парчевых одежд. Значит, его действия не были попыткой исправить положение по причине осознания ошибки. Эта темная тварь обрела над ним контроль. Несколько богов войны, которые еще не успели покинуть дворец Шэнью, с удивлением посмотрели на вбежавшего обратно Цюань Ичжэня. Иньюй же, который остался снаружи, снова крикнул, содрогаясь всем телом: «Стой!» Цюань Ичжэнь почти добежал до трона владыки, но вдруг резко затормозил и застыл на месте. Спустя некоторое время он с удивлением спросил: «Что со мной случилось?» Цзюнь-У тоже нахмурил брови и позвал: «Цин, не двигайся. Дай мне взглянуть на тебя. Только что твой взгляд был затуманен и затронут темной ци. Будто ты попал под действие темной магии». Цюань Ичжэнь, ничего не понимая, почесал затылок, отозвался «хорошо» и направился к владыке. Иньюю не оставалось ничего другого, как крикнуть: «Вернись!». Уходя оттуда, Цюань Ичжэнь сразу развернулся и помчался из дворца прямо к Иньюю. Возможно, гнев вскружил ему голову, волнение свело с ума, и вот Иньюй совершил несколько неверных шагов. А затем и вовсе бросился бежать, куда глаза глядят, вместе с Цюань Ичжэнем, словно скрывался от суда, боясь наказания. Цзюнь-У не мог делать вид, что ничего не заметил. Он сразу поднялся. «Взять их?» Боги войны стройным хором ответили: «Есть». Иньюй находился на краю отчаяния и совсем не соображал, что творит. Закрыв лицо, он взревел: «Уходим! Скорее, уходим!» «Снимай одеяние!» Цюань Ичжэнь, глядя в пустоту, несся впереди, на бегу снимал доспех. Но тут их неожиданно окружили служащие богов войны, которые направились к Цюань Ичжэню. Видя, что кто-то мешает ему исполнять приказ, Цюань Ичжэнь сверкнул свирепым взглядом и пустил в ход кулаки. Более 10 небесных чиновников сразу стали для него мишенями, в которых он проделал дыры. В чертогах верхних небес учинили смертоубийство. Посреди поднявшегося крика и летящих во все стороны кровавых брызг Иньюй застыл, бледный словно мертвец. В белизне лица с ним могла потягаться разве что Линвэнь. Он никак не ожидал, что божество парчевых одежд окажется настолько сильным, настолько зловредным. Ситуация совершенно вышла из-под контроля.